Я довольно давно занимаюсь моделями разной техники, больше всего мне нравятся железнодорожные модели. И давно я собирался записать об этом видео, показать, как это все происходит. Но когда я этим занимаюсь, мне обычно не до того, чтобы записывать видео. И вот до записи видео я вроде как дозрел, но технологическая возможность заниматься моделями исчезла. Сейчас у меня нет под рукой ни моих инструментов, ни материалов, ни 3D принтеров, а что-то такое поделать все время хочется, совсем сидеть без дела я не люблю. Поэтому я придумал вот что. Я закупил в канцелярском магазине пару листов ватмана. Там же мне попался лист прозрачной пленки, по-видимому, это для лазерной печати. И я решил поработать с этим материалом, как в старые добрые времена. Я с детства начинал, в принципе, с этого. Чтобы работать с такими материалами, не нужны никакие хитрые инструменты, достаточно обычных канцелярских принадлежностей. Ножницы, ножик, линейка, карандаш, такое вот. Линейку желательно металлическую, чтобы нож ее не портил, при этом можно было отрезать ровно. Еще неплохо бы иметь стирательную резинку, но она сейчас занята, она работает в системе охлаждения, поэтому пока нету. Чтобы не повредить стол, я подложил вот такой обломок кафельной плитки. В плиточном магазине мне отдали его за бесплатно. У него ровная поверхность, на котором удобно работать с картоном. Но с такой скромной базой вряд ли имеет смысл мутить какую-то хитрую модель. Надо бы взять что-нибудь попроще. Ну а поскольку я вырос в Петербурге, мне сразу же вспоминается великий и ужасный трамвайный вагон ЛМ-68М. Угловатый, с гладкими бортами, то, что надо, чтобы делать из картона. Хоть этот аппарат хорошо знаком мне с детства, но для моделизма все-таки нужно нечто большее. Какой-нибудь чертеж или что-нибудь такое. В наше время уже не встретите ЛМ-68М. Пока есть еще его ближайший родственник ЛВС-86. Но у нас же есть интернет. Сейчас я зайду и посмотрю там все необходимые материалы. Ни одной нормальной фотки, с которой можно снять размеры. Ни в фас, ни в профиль. Я уж не говорю про крышу. Все фотографии исключительно с угла. Но вот есть вот такой чертеж. Картинка с очень низким разрешением. Вроде какие-то дополнительные размеры есть, не только габаритные. Но в целом пропорции у него выглядят ненарушенными. На этом компьютере нету никаких специализированных программ. Будем работать с тем, что есть. Вкинем этот рисунок в Word. В принципе, он уже и так расположился по ширине страницы. Ну, если нужно, можно его как-то подвигать, увеличить, уменьшить. Выбираем какой-нибудь размер, который здесь указан, и делаем автофигуру, например, прямоугольник, по этому размеру. Например, база вагона. Мы знаем, что она 7500. Свойства, здесь это называется формат автофигуры. И у него есть размеры. Ширина, высота. И вот эти цифры мы можем использовать, чтобы высчитать, какой размер на рисунке соответствует какому размеру вагона. И можно еще поставить птичку, сохранить пропорции, чтобы картинка не исказилась при разных манипуляциях. И также полезно поставить у автофигуры прозрачность, чтобы она не затмевала детали, которые мы измеряем, и при этом ее можно было таскать за середину. Ок. Вот прямоугольник стал полупрозрачным, и мы более точно видим, как мы его подстраиваем. Но здесь размеры очень грубо прыгают, поэтому надо пункт рисования, сетка. И вот эту сетку сделать поменьше. По-моему, 0,1 мм это минимально возможная сетка в Word.
И теперь мы можем гораздо точнее подогнать этот прямоугольник под измеряемый нами размер. И таким образом точнее работать с этим чертежом. Ну вот ширина 69,4 мм. Теперь открываем Excel. В нем нам нужно 3 колонки. В первой будет размер реальный, размер прототипа, назовем его 1. Во второй колонке будет размер, который мы снимаем с рисунка, назовем его рис. А в третьей колонке будет искомый размер, который мы и будем, собственно, переносить на наш чертеж. Вот, допустим, мы работаем с базой вагона, там указано 7500 мм. Во вторую колонку мы вносим размер, который видим в свойствах автофигуры. 63,4 мм. Для третьей колонки нам нужно придумать формулу, которая будет пересчитывать размеры того, что мы видим на рисунке, в то, что нам нужно на чертеже, ну, собственно, детали, с которыми мы будем сборку делать. И здесь нам поможет элементарный здравый смысл. Значит, масштаб у нас 1 к 43. Вот мы реальный размер из первой колонки делим на этот масштаб, на 43. Это и есть наш искомый размер. Мы его можем переносить, собственно, на деталь. Но для составления других деталей у нас не будет столько исходных данных. У нас будет только размер автофигуры. Поэтому нам нужно высчитать коэффициент пересчета. Вот мы во втором столбике его и сделаем. Разделим значение третьей колонки на значение второй колонки. Вот он наш коэффициент. Вот берем элемент, размер которого не указан нам явно. Ну, например, ширина дверного проема. Мы подстраиваем автофигуру под эту ширину и высоту при необходимости. В формате автофигуры смотрим эти числа и переносим их в Excel во вторую колонку. В третью же колонку мы вводим формулу, которая немножко отличается. Мы умножаем наш полученный размер на высчитанный ранее коэффициент. Вот это значение мы используем для построения деталей. Но также мы можем посчитать для себя контрольную цифру, сколько этот элемент имеет размер в реальном мире. Мы наш найденный размер умножаем на 43. Да, похоже, с этими формулами ничего не понятно. Ну ладно. В принципе, таким же образом можно обмерять и по фотографии. Но фотографии всегда имеют какие-то искажения, как минимум перспективу. Это всегда приходится учитывать. Ну, проще всего это учесть, вот, сделав подобный вот чертеж. На этом чертеже не надо наносить все самые мелкие подробности. Ну, а потому не надо бояться подхода к этому чертежу. Просто если речь идет об изготовлении модели копии, надо почаще сверяться с фотографиями, лучше всего сделанными лично, специально для этого. Ну а сам процесс непосредственно создания модели я покажу когда-нибудь позже.